Мама была против, чтобы я пошла в художественную гимнастику. Я никогда не старалась на кого-то быть похожей. Он был бесконечный. Женя, быстрее, быстрее, быстрее. Секрет один – пахать больше всех. Не мазохист. Это успех всех вокруг, кто со мной был. Чего ты еще все выиграешь. Не соревноваться, а рядом выступать. Я помню, как ей было очень сложно. Сажусь на стульчик. Думаю, кошмар. Я каждый год после Олимпийских игр заканчивала. Случайно попала на Олимпийские игры, выиграла, и все, теперь делать ничего не хочешь. Я была хулиганкой. Я рада, что я выступала в разную эру правил. Ты жирная. Я внутренне хотела идти красиво. Жень, привет! Для нас большая честь видеть тебя у нас в гостях. Мне тоже очень приятно быть у вас, с вами вместе. Поговорим о гимнастике. Мы совсем недавно с тобой виделись на дне рождения у Анны Вячеславовны, и ты была в компании, можно сказать, своего тренера Веры Ефремовны. И настолько было это окутано заботой и добротой, вот отношения между вами. И мне кажется, настоящая гимнастика – это как раз про это, не про шпагат, а про это взаимоотношение, эту тонкую нить между тренером и гимнасткой. Расскажи, какой след, наверное, оставила Вера Ефремовна в твоей жизни, и какой путь вы с ней вместе проделали? Меня самому главному учили в гимнастике – это быть человеком. Это на первом месте всегда стояло. И Вера Ефремовна – это для меня очень родной человек, очень близкий. И со мной она очень многое прошла. И все бывало, и обиды бывали, и слезы бывали. Но как бы очень много прошли вместе. Наверное, большой кусок моей жизни прошел рядом с ней. Она была твоим первым тренером? Нет, у меня первый тренер была Юля. Мне сколько было, 5 лет. Я у нее позанималась около 3 месяцев. Потом она дала контакты, где Вера Ефремовна тренировала в Омске. Вот, бабушка меня туда привела, показала, и с тех пор я там осталась и тренировалась. У нас, когда мы готовились, у нас бытовала шутка в нашей команде, то, что, возможно, потому что тебя Ирина Александровна привела в гимнастику, возможно, как благодаря этому ты как раз выиграла 2 олимпийские медали. Наверное. Для наших зрителей Ирина Александровна не Вина Русманова, а бабушку Жени звали как раз Ирина Александровна. Зовут Ирина Александровна, ей как раз 85 лет исполнилось. Вот так вот, юбилей был вчера. Бабушке привет. Да. Надеюсь, она нас посмотрит. Обязательно. Почти как в вечернем Урганте. Расскажи, бабушка привела тебя в гимнастику. Да. И чего? Ты сказала, супер, это мой вид спорта, я стану олимпийской чемпионкой. Вот этот путь, как тебя влюбили в гимнастику? Потому что понимаем, что без этого, наверное, ты бы не добилась тех сумасшедших высот. У меня мама занималась художественной гимнастикой. Бабушка у меня фанат художественной гимнастики, фигурного катания на тот момент была. Мама была против, чтобы я пошла в художественную гимнастику, потому что у нее были жесткие связки, и давалось очень сложно, хотя была хорошая координация и очень красивая фигура, она у меня красавица. Но бабушка все равно решилась, ее не спросила, отвела меня на гимнастику. Мы встретили знакомых по пути в секцию. Бабушка так с гордостью говорит, все, пошли на гимнастику. На бабушку так посмотрели, вы уверены? Потому что я была очень косолапая. У меня личико было пухленькое, тельце было худенькое, но очень косолапая была. Вот бабушка говорит, мы ножки пойдем исправлять. Вот так и исправляли. Сколько лет исправляли ножки? Получается, сколько, 15, 16. 2 золотые медали Олимпийских игр. Исправляли ножки. И далее расскажи, вот мне очень интересно, все-таки ваш путь с Верой Ефремовной, буду очень много про это рассказывать, потому что я поклоняюсь гению тренерства, наверное, вот Вере Ефремовне. Как она заметила тебя, потому что она таких маленьких, если я не ошибаюсь, не берет. Она же тренирует в Омске, у нее большой-большой центр. На тот момент была большая школа, много детей приходило в секции. Когда я перешла в школу, где тренирует Вера Ефремовна, я у нее не тренировалась. Я тренировалась лет было? Лет 6, да, 6. Я тренировалась в слабой группе, потому что я пришла, чуть позже, набора моего возраста, вот.
И случайно бабушка меня привела как-то утром, потому что моя группа тренировалась всегда вечером. Я переболела там 2 недели, и как-то бабушка почему-то привела меня утром. И Вера Ефремовна так подходит, говорит: а зачем вы утром пришли? Ваша группа вечером. Ну, моя бабушка с характером. Ну, мы тогда вообще ходить не будем. Вот, бабушка. Сейчас плохого учишь. Но это просто такое стечение обстоятельств. Она так, ну, конечно, не таким тоном, она более как-то, да, но дала понять. Что разбежи, пожалуйста, тренируйте. Ну, Вера Ефремовна говорит: ну, ладно, раз пришли в 7 утра, там, в 7:30, говорит: хорошо, идите на разминку. Я пошла на разминку, там была девочка одна моего возраста, остальные были чуть постарше. Пару тренировок так прошло, и она меня оставила уже вот в этой группе, где девочки были посильнее, скажем так. То есть уже в 6 лет Вера Ефремовна положила на тебя Ну, это так где-то долго? в 7 где-то было, вот. Но как положила Вера Ефремовна? Она такой тренер, который видит сразу на первом плане трудолюбие. Она видит, как ребенок думает, как соображает, как хватает информацию. И в 7 лет было уже заметно по тебе? Ну, как она говорит, да. Да? Не, мне даже здесь как тренеру интересно, в какой момент видно, потому что иногда думаешь, не, ну сейчас начнет соображать. 7-8 лет, да, Уже- это видно, уже всё конечно, видно. да. То есть на некоторых Ну, не то, что гимнастах все поставить крест. видно, к ней очень многие подходили, кто говорили: ну, зачем вы ее тренируете? Ну, обычная девочка, вон красавица стоит рядом с вами, там, вот, которая у вас там, скажем, стажируется. Больше уделяете вроде как ей внимания. Ей, конечно, это постоянно говорили, очень много. Вот, ну, как бы верила в меня, наверное. И уже на тот момент у Веры Ефремовны была звездочка Ира Ира Чащина. Чащина, да. Но вообще, я помню такие воспоминания у меня детские, когда мне принесли кассету с Атланты. Мгм. Вот. Кассета. Да, тогда кассеты были. Вот. И я очень хорошо запомнила Яну Батыршину. Я даже, точнее, не Яну Батыршину запомнила как имя ее, а запомнила девочку, которая заканчивала в затяжке в равновесии и делала первый вот этот элемент затяжка в заднюю. Ее хоть этот элемент назвали утяжевой, но вообще этот элемент делала Яна Батыршина, насколько мне известно, первая. Мне он очень понравился, мне было тогда вот 6-7 лет, я пошла учить его, Яна, и она мне очень понравилась. Мне казалось, это просто нереально, что она делает, как бы для меня это прям был... Я даже не запомнила, что это Олимпиада была, мне не важно было. Вот главное, вот эта девочка с мячом. Которая гнется, улыбается. Да, мне очень красивая программа, я так, запомнила прям. Вот, а потом, когда уже попала как бы в группу к Вере Ефремовне или Николаевне Араис, вот. Это дочка Веры Ефремовны. Да, это дочка Веры Ефремовны. Я уже как бы ближе узнала, кто такая Ира Чащина. Вот. И, конечно, мы всей группой и всеми детьми в Омске болели за Иру Чащину и были фанатами ее маленькие. Мечтала быть похожей на Иру Чащину? Мне трудно сказать. Я никогда не старалась на кого-то быть похожей. Хотя был один период, где-то в 12-13 лет, нет, в 11, мне резко понравилась очень гимнастка Олеся Мануйлова. Я мечтала такие же длинные ноги, худые. И мне нравилось, как она улыбалась. Она улыбалась, так зубки выставляла. И я какое-то время прям фанатела от нее. Вот просто она мне вот внешне красивая такая, мне очень нравилась. Ну, как бы я восхищалась Ирой Чащиной, я восхищалась Алиной Кабаевой, восхищалась другими девочками, которые были в сборной, Олей Капрановой, у которой ноги вот так пополам И складывались. задняя там лопнет. Да. Как бы каждая гимнастка мне по-своему нравилась. Не то, что хотела быть похожими, но учила элементы, пробовала, училась и что-то пыталась свое придумывать. И получается, Ира Чащина в какой-то момент сыграла роль, потому что Вера Ефремовна переехала, больше уже начала с ней проводить времени в Москву, и, как понимаю, подтянула Но она тебя, и тогда уже ездила, просто так получились обстоятельства, что она проводила тогда разминки какое-то время, может, какой-то, скажем, от сборной был отпуск, не знаю. Да, она очень часто уезжала, да, и я тренировалась в обычной группе, где упражнения делают... одно и то же упражнение делают около 8 человек, поэтому как бы выступали мы по трое, по четверо. Да, как бы у нас не было вот то, что это моя программа, вот я ее делаю, и там еще 150 человек, у каждой своя программа. Нет, было без предмета, упражнение с обручем, с скакалкой, и все 4 человека выступали как бы на площадке, да. Было все просто, зато понятно. И расскажи потом, как пишут в предыдущих в ранних интервью,
что ты достаточно рано попала в ЦОП. Ну, мне кажется, ты не в достаточно ЦОП, рано это попала в Новогорск. В Новогорск, да, потому точнее, что в ЦОПе так, в мы все ЦОПе, были такие примерно. Раньше меня попала Алина Коцарь, была такая Да. гимнастка красивая моего возраста, мы одного возраста. Вот. Зая Мухидинова тогда уже была, она чуть постарше. И две девочки. Оля Пескишева, Аля Гараева, да. Даша Чернявская, да. И Олеся Бык. Вот какое-то время застала. Первый раз я приехала с Верой Фремной вообще в Новогорской Ренессане показываться. Ну, сразу один из тренеров сказал: ой, ты попа толстая, ой, ты то-то. Раскритиковали. Вера Фремна сидит и говорит: все, не такие. Ну, трудились, тренировались 4 человека. Тогда приехали, из Омска девочки постарше, и я была самая младшая. Вот второй сбор, приехала вместе, с Нового года, да, был сбор где-то после, наверное, Рождества, да, обычно устраивали в Олимпийской деревне раньше, зимние такие сборы. И меня Вера Фремна взяла с собой вместе с Ирой Чащиной, и я вот с утра тренировалась, потом переходила все плавно в хореографию, потом с хореографии переходила в следующую тренировку, пока Ира занимает ковер там со старшими девочками. Да, вот расскажи, пожалуйста, поподробнее про этот тренировочный процесс, потому что я это знаю. Он был бесконечный. Это очень интересно, что ты начинала до Иры Чащиной, потом параллельно с Ирой Чащиной и после Иры Чащиной. То есть ты... Во сколько ты начинала самые ранние тренировки? 5:30. То есть, пожалуйста, это повнимательнее. Не, 5:30 ты во сколько, получается, просыпалась? В 5? В 5, в 5:15. Как бы надо было размяться, с 6 начинали. В 6. Потому что Ира Чащина начинала время к 10. Там помимо Иры Чащиной еще большая-большая скамейка была, за которой я была, скажем так, глубоко. Не, вы у Веры Фремны, вас было двое, правильно? Ира Чащина и ты? Нет, еще у нее была какое-то время Зая Гизикова, у нее была Аня Курбанова, она потом, когда я уже была постарше, она тренировала Сашу Ермакову, мы вместе с ней тренировались. И у нас все-таки в сборной принято друг другу помогать. И с ней всегда очень многие советовались. Где-то она посмотрит, что-то с Верой Фремной грех не посоветоваться. Да. То есть, расскажи, первый сбор был бесконечный. Классный, когда ты в 5 просыпаешься, 5:30 ты в зале. Тогда чуть попозже было, потому что в Олимпийской деревне не открывали так рано зал. В Новогорске так он открыт, так рано можно ночью тренироваться. А в Олимпийской деревне... Вот. А в Олимпийской деревне, по-моему, 7:30 приходила, 8 начинала, и в 9 у них хореография. Должна была быстро успеть размяться, сделать хотя бы 2-1 вид. Вот. После хореографии, пока девочки старшие приходят в себя, я должна была сразу бежать, брать вид, вставать, пока быстро делать. Пока кто в туалет сходит, умоется и так далее. Все. Получается, что после того, как я успевала какой-то вид сделать после хореографии, мне давали задания. Я смотрела на девочек, конечно, училась, и плюс делала свои задания. После того, как они меняли какой-то вид или какая-то пауза: Женя, сюда! И начиналось опять: быстрее, 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 мы не успеем. И вот это вот все время на протяжении всей карьеры было, наверное, лет до 19. Женя, быстрее, 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 пока пустая площадка. Ой, надо на выносливость, надо третий прогон на выносливость, пошли. Это постоянно так было. Потом, получается, Ира уходила отдыхать, и пустая площадка опять, такая удача, да, и до 4 часов, получается, я находилась, как-то в зале. Да, решала отдохнуть. И когда Вера Фремна говорит: ой, ты же не отдыхала, иди обедай. Я смотрю на время: 4 часа. В 3 часа, получается, 4 заканчиваю, закрывала столовую. И мне было так неудобно говорить тренеру, столовая-то закрыта, куда мне идти-то? Час какой-то перерыв и дальше. На тот момент я была не избалованная ни временем, ни вниманием, поэтому... То есть ты сейчас стала избалованной? Наверное, со временем любая спортсменка, которая потом 1 на 1 тренируется, она все равно уже привыкает и где-то себе больше позволяет. Женя Канаева слово «избалованная» в одном предложении точно не могу никак поставить. Да-да. Но после этого сбора я сразу не выигрывала ничего, он был тяжелый. Я заняла 26 место на первенстве России, но для меня это был успех, меня взяли в резерв сборной. Да, вот. После этого Ренессана тогда... Сколько тебе лет было? 12. А в 13 лет, получается, я уже приехала на сбор к Амине Зариповой, к Наташе Кукушкиной.
Меня Амин Зарипов Точно, у тебя заметил, что-то это было в твоем периоде жизни. Да. Я занималась год с ними, может, чуть больше. Вот с Наташей Кукушкиной больше, потому что Амина тогда ушла в декрет. Первый свой. Точно, я помню, когда мы узнали, когда родился сын. Они мне вместе составляли скакалку, я это очень хорошо помню. Вот. И потом уже больше с Наташей Кукушкиной тренировалась, с Натальей Валентиновной. Сейчас, тогда на тот момент мы называли их Амина и Наташа, да. Расскажи секрет тренировок Евгении Канаевой. Я знаю, он у тебя есть, но, может быть... Секрет один – пахать больше всех. Нет, скажи, вот, пахать больше всех, сейчас люди сидят и ждут. Не, это неинтересно, так это нет, нужно точно, конкретно, вот, что ты делала, вот я такого не делала, и так многие гимнастки не делали, но ты этого делала, может быть, ты не замечала. Я на это не обращала внимания, я занималась собой, я очень любила... Нет, вот такой точный факт, ты не можешь Точного факта нет, точный факт, то, что я любила то, что я делала. Нет, есть точный факт. Нет его. Есть, любила то, что делала, это, знаешь, это общий состав, такие сейчас сидят, мама гимнастка, не, моя тоже любит что делать, нет, надо что-то, вот что сейчас точно вот выиграет. Ну, в какой-то степени я мазохист. Я над собой не буду издеваться. У меня есть такая гимнастка, я ее так и называю. Настюшка, лапочка моя, привет. У меня даже на душе спокойнее стало. Честно, я не про это. Секретов здесь нету, здесь только трудиться, слушаться. Я вообще про тетрадку хотела узнать. Про какую тетрадку? Ты всегда писала что-то в тетради. Что ты после тренировки, сколько ты сделала, сколько ты поймалась? Но это больше писала первое время Вера Ефремовна. А потом ты... Нет, я так... Да ладно, да не нет, знаю, ты у меня ассоциируешься в моем детстве с тетрадкой. Уж я такая идеальная для тебя, нет. Нет, не такая идеальная, ты только что представила, что ты мазохистка. Нет, я вот помню, что ты все время писала, ты все время анализировала, ты все время была недовольна своими программами. Нет, но то, что я недовольна собой всегда была, это факт, да. И все время писала. Хоть меня называли зубривой, тебя называли еще, мне кажется, больше, нет? Нет. Это Вера Ефремовна меня приучила, да, какое-то время потом писала, но... Ну вот именно в этот период мы с тобой и общались. В тот момент как раз-таки нет, тебе так казалось. Может, что-то я могла записывать, но... Все, короче, рухнула идеальная картинка. Да. Нет секрета. Нет секрета. В общем, ребят, только пахать. Нет, секрет это... в моем случае мне повезло, у меня прекрасные родители, и мне повезло то, что у меня тренер Вера Ефремовна была, Штельбаумс, и мне повезло, что я попала в эпоху главного тренера Ирины Александровны Винер. Вот и все мое везение, скажем так. Срослось. Все срослось, и, наверное, надо уметь ценить это, потому что это очень важно. Такая спортивная удача. Удача. Я думаю, что, может быть, через меня это и родители заслужили это тоже. Они очень много работали, очень много трудились. У меня мама такой трудоголик, который фанат, который все для меня делала. И все давалось, на самом деле, очень тяжело. И тогда и возможностей денежных не было совершенно. И как-то я верю в то, что это не то, что мой успех, это успех всех вокруг, кто со мной был. Как бы это такая была общая, скажем, победа. Так здорово. На этих словах надо было закончить интервью, мы продолжаем. Расскажи, вот ты всегда была недовольна своими выступлениями. Есть ли выступление, которым все-таки Евгения Канаева была довольна и сказала, ладно, вот здесь бы я ничего не исправила? То есть Евгения Канаева выиграла 2 Олимпиады. Есть ли такое выступление, Жень? Нет такого. Ни одного. А помогает ли это Евгении Канаевой как тренеру? Мне кажется, тяжело моим ученицам. Повезло им очень. Ты очень нудный тренер. Я себя со стороны не вижу, но я пытаюсь приучать детей, во-первых, это любить то, что они делают, а во-вторых, трудиться, потому что без труда ничего не будет. И в-третьих, быть самокритичной, потому что это помогает становиться классной гимнасткой. Так, отлично. Женя все-таки подтвердила, что она была классной гимнасткой. Я нет. Потому что Женя никогда не скажет об этом. Нет, скажи же, я была классной гимнасткой.
Женя, Классная работа моих тренеров, ну и мое трудолюбие где-то помогло, да. Женя, скажи. Извините. Хочу быть классной мамой. Так, ну ладно. Ну тогда трудолюбие – это талант? Да, это талант. Это главный талант. Абсолютно, В любом абсолютно виде согласна. спорта это самый главный талант. И мой тренер больше всего, Вера Фремна, оценила этот талант. Не, конечно, определенные данные нужны нашему виду спорта. Все равно, как ни крути, невозможно, чтобы девочка абсолютно без данных, но с трудолюбием диким может добиться. Нет, определенные данные, конечно, должны быть. Слава богу, Женя признала, что у нее были какие-то данные. Да, у меня была спина очень гибкая. Это да, я могла без разминки загибаться в детстве. Да, я помню, на какой-то Москве ты не поймала затяжку. Это было после перекидного. И почему-то эта шутка осталась в моем детстве, когда Миша впервые хореограф сказал: не, ну Женька с дубовой спиной, конечно, затяжку на Москве не поймала. Это шутка. Я этого вообще не помню, что это было. И потом на следующий день у тебя была хореография, и он говорит: ну что, Жень, давай. Я вообще этого не помню. Тогда были сложные правила, были, ну вот. Может, поторопилась, как-то да, ты просто соскользнула рукой, и он пошутил, что Женька с дубовой спиной. Я помню, что я на чемпионате мира кольцо делала, у меня был поворот, кольцо в затяжку, и как-то у меня соскользнула рука. Ну вот у тебя такая же история была, но не поймала. Да, не поймала. Евгения Олеговна, как тренер, о какой гимнастке мечтает? У меня такой мечты нету, чтобы определенно какую-то гимнастку выбрать. На что ты больше всего ценишь, наверное, в девочках? Вот, когда ты отбираешь, на что ты смотришь? На глаза. На глаза, да. Если они горят, то ребенок готов и трудиться, и отдавать себя полностью своему любимому делу. На глаза, да. Да ладно, Жень. Правда, на глаза. Потом уже смотрю... Нет, конечно, я... Первое впечатление я могу посмотреть на тренировку, да, вот как бы так общее, скажем, да. Но потом, когда уже при разговоре, при знакомстве, смотрю на глаза. И сейчас ты тренируешь юниорочек, девочек, и у всех с ними ты стараешься что-то вот создать, такое ощущение, наверное, эту красную нить, которая у тебя была как раз Вера Фремна, но для тебя она главный пример. Я не то, что стараюсь кому-то подражать, да, вот даже в тренерском. Как гимнастка я не пыталась кому-то подражать, и как тренер. Я учусь, как бы многое пытаюсь взять и у Веры Фремны, у Ирины Александровны, и у тех, с кем я рядом, и Елена Львовна Карпушенко, гениальный тренер, тоже мне везет, иногда я рядом на ее тренировках присутствую. На данный момент я учусь. Я советуюсь, я спрашиваю. Советуешься? Да, я стараюсь часто советоваться, я не стыжусь этого, потому что я работаю с живыми людьми, и мне, наверное, хочется как можно меньше ошибок делать, потому что мы работаем с детьми. Это очень важно, мы принимаем за них решения, мы их учим, мы им ставим цели, поэтому это такая ответственная работа. А ты сейчас начала понимать, сколько времени и абсолютной веры в тебя вложила, наверное, Вера Фремна, когда вот сидела, ну нельзя назвать, наверное, тебя гадким утенком, но все равно еще маленькая. Меня называли такой. Я имею в виду, ну вот на тот период, когда ты была маленькая, еще ничего не выиграла, ни первых там кубков мира и так далее. Вот как она, Ира Чащина пока отдыхала, а она с тобой, ты работала, и получается Вера Фремна всегда работала. Единственное, что ее подпитывало, это абсолютная вера в тебя. Был период такой сложный, когда мне было 15-16 лет, когда Вера Фремна видела, что очень много девочек перспективных, красивых, с более, наверное, лучшим внешним видом, со стопами, как бы такие, ну, перспективные дети, очень красивые были. И была Ира Каменева, сразу была поминать. Саша Соловьева, была, ну, там было очень много народу, очень прекрасные дети, правда, классные девочки. Вот. И Вера Фремна какое-то время предлагала мне и разговаривала со мной о том, чтобы пойти в групповое. Был 6-й, 7-й, да, вот 5-й, 6-й, 7-й. Она видела, что сложно будет. Вот. И она предлагала. Тогда я отказалась, не потому что я не люблю групповое, но, наверное, внутренне была уверена, что я должна быть отличницей, и вот мне очень этого хотелось. Вот это был вот такой момент. Как раз у Веры Фремны тренировалась шикарная гимнастка Саша Ермакова,
И были моменты и разговоры, и я это тоже где-то чувствовала, что перспективные дети с таким нереальным толчком. С такими линиями сумасшедшими. Да, красивым лицом, фигурой и все. И, конечно, я всегда трезво оценивала все это со стороны. Наверное, боролась, чтобы остаться в личной программе. Еще больше, наверное, работала. Как-то так получилось. Все-таки тебя это поддело, что только разгорячило? В один момент, конечно, помню, маленькая, мы приехали с Олимпийской деревни, как-то переезжали через Новогорск, как-то, не помню, какие-то репетиции были. И помню, был первый юный гимнаст, вот как раз я тренировалась этот год с Наташей Кукушкиной, с Аминой Зариповой, еще Елена Юрьевна Федова мне помогала, тоже со мной тренировалась. И Ренсан начала спрашивать, какое место, кто где занял, там юный гимнаст, там Алиночка Коцарь была, еще девчонки были. Я первая, я вторая, я первая. Я стою такая, самое ужасное место, третье, говорить сейчас. Наверное, меня не спросят, лучше молчать. Я помню, мне так было неудобно. Третье место занять. Ну да, первый юный гимнаст, кстати, из 30 я была 25-я. Вот. По 90-му году, это я очень хорошо помню. Там 100 попасть не так плохо. Было тогда 33. Сейчас просто, мне кажется, 160, по-моему, выступает. Ну, сейчас соединили возраста. Да, два возраста рядом, и больше квот. Вот, я очень запомнила тот момент, потому что я была, тогда маленькая, для меня Ирина Санна была, вот просто я который раз, второй или третий раз ее вживую видела. И она меня спрашивает, и я так стою третья. Мне хотелось провалиться тогда. Она, ничего, ты еще все выиграешь. И все, у меня какая-то вера в себя такая. Наверное, я правда все выиграю, если мне сказали. Но это я помню. Тогда расскажи, наверное, о своей первой яркой победе такой уже. Вот что тебе запомнилось? Конечно, каждая медаль самая сложная, тяжелая, но вот что-то когда первый раз... Первый раз, когда я выиграла в Новосибирске. Просто мы недавно вспоминали, мне подарили собаку. Первый за города был или что? Нет, не надо опускать, соревнования-то серьезные были. Что было? Там несколько городов участвовало. Да, ты говоришь, первенство города. Новосибирск, Омск, Красноярск, как-то. То есть там Сибирь. Там очень, все сложно было. То есть это детские Я помню момент, я еду на поезде, вижу бабушку и просто не стесняюсь, там все стоят девчонки, тренеры, я вот так ей показываю. Настолько для меня это было неожиданно. Ты была маленькая. Потому что я в группе была там из 13-12, всегда на контрольных, как-то не получалось. А тут все срослось. И первое место, и собака еще. А про большие серьезные соревнования, когда ты уже поняла, что, наверное, собака — это не самая высокая награда в твоей жизни? Не то, что Неверфем никогда не ставила такие цели, ты должна выиграть. Вот ни разу я от нее этого не слышала. Ни разу. Наверное, это ее есть секрет. Она учит трудиться. Вот трудиться, а там как на воле Божией. Как будет, так и будет. Что заслужил, тот получишь. Вот. И поэтому для меня, когда я выигрывала старт, я к этому очень спокойно относилась. Конечно, я радовалась, но не до такой степени. Все, вау, класс. Нет, может быть, ты запомнила там медали или нет, конечно, я запомнила. Там венок, например, в Японии. Конечно, в Японии. Первый раз, 13 лет, когда я поехала на Ион Кап. Я отбиралась очень тяжело на этот турнир, потому что тогда... Так звучит моей соперницей, но я никогда не соревновалась с кем-то. Именно у меня не было никогда в гимнастике, моя соперница там. Нет, я просто понимала, я сделаю, то я получу, все. На других девочек я смотрела уже после соревнований, болела, смотрела, училась и так далее. И тогда мы с Зая Мухидиновой отбирались, но все уже знали, что поедет Зая Мухидинова. Тогда мне даже Вера Фремна подошла, она после чемпионата мира говорит, я поехала домой, давай, пока. Но ты говорит, продержись, тут контрольные поделы, но ты не едешь, ты знаешь это. Едет Зая Мухидинова, ты уже она понимала это. Мне, конечно, это было очень обидно слышать, потому что я контрольные там какие-то выиграла, там у нас были в Олимпийской деревне, там был перед этим турнир какой-то выиграла, но Зая была старше, опытней, статнее, красивее, да, она очень красивая девочка, эмоциональная, но на тот момент, и к сожалению, она тогда за 2 дня подворачивает ногу, и, получается, я поехала на первый Ион Кап. Но, слава богу, все с ее ногой было в порядке, она выступила потом через неделю на Надеждах России, все было хорошо. Это как раз детская фотография, по-моему, Алина рядом, Ира или кто был из старших? Да, Алина и Ира были, Алина и Ира, и ты маленькая? Да, я помню, для меня такие впечатления были,
Это клубный чемпионат мира. Раньше для юниорок был это самый крутой турнир. Да, туда попадает всего одна, и вообще очень какой сложно. Какой он красивый, да. вот мне кажется... Но он, правда, волшебный такой, потому что в Японии все такое мимишное. Вот, и для детей это какой-то вот все праздник такой. И когда я приехала, девчонки приехали после чемпионата мира. Они на таком лайте были. Они там музыку включили, так чуть разминаются, все. Я как-то так раз балдею, смотрю на них, Верфим, ты че балдеешь? У тебя был самый важный турнир. Иди тренируйся. Они уже после мира на расслабоне, для них турнир праздник, а для тебя это самый важный турнир. Да, да. Ну и как бы запомнила. Я не помню, как я там примерно выступала, но запомнила, что все такое яркое, Диснейленды, вот эти всякие наклейки, я кучу наклеек потом девчонкам привезла, там, ну вот такие вот. Акари. Да, Акари. Ну мы еще тогда с Акари, по-моему, не были. Не были, мне кажется, позже. Нет, позже, да, она позже уже. Вот, ну такие. И вот 3 года подряд по юниоркам я ездила на этот турнир. Вот. И дальше уже пошло по накатанной. Дальше я в какой-то 1 год, в 5-м году, делала 5 видов. Верфремна решила так, что я должна... по юниоркам я делала одни виды, по сеньоркам другие. Прибавляли мне в сеньорке 2 вида. И я в России выступала по сеньоркам. Ну вот как, например, сейчас у нас 2004 год, вот он переходит. Если бы я, получается, если бы они выступали на этом чемпионате России, с обручем, скажем так. Вот так я выступала. Брала обруч, выступала на чемпионате России в апреле, а на Ион Кап в сентябре ехала с юниорской программой. И через 5 дней я поехала сразу на Кубок России уже по сеньорской программе. То есть это сумасшедшая нагрузка была, побольше, чем обычно. Но тогда это не считалось чем-то нереальным. Мне это как-то не доносили. Это как что-то нереальное. Это норма, ты делаешь 5 видов, тебе будет потом Но сейчас проще. ты как тренер понимаешь, что... Сейчас я понимаю, что очень важно тренеру быть умнее и не возносить гимнастку на пьедестал. Как бы нельзя раньше времени ребенку говорить, что она звезда. Этого нельзя делать, потому что ребенок, он по-другому реагирует. Он может неадекватно среагировать, и по-разному кто как. Кто-то перестает слушать тренера, кто-то перестает вообще работать. Но это у всех все по-разному. Как бы. Верфремна больше, она как-то спокойно к этому относилась. Выиграла, всего лишь какой-то турнир. Давай, пойдем дальше. Там надо усложнить, тут лапа у тебя торчит. Я помню первый Кубок мира в Карбалесоне. И я радостно говорю Верфремне, я с Аней Бессоновой буду соревноваться. Она на меня так посмотрела. Не соревноваться, а рядом выступать. Мне так стыдно стало, помню. И на тот момент, как бы, в каком-то виде я выиграла. Потому что для нас история гимнасток, как Алина Кабаева, Ира Чащина, Бессонова, это вот как сейчас, наверное, для гимнасток. Для нас это было, это было нереальное что-то, недосягаемое, да. Но ты все-таки посоревновалась с Алиной Кабаевой? Рядом повыступала. Но Алина закончила, по-моему, в 2006 году. В 2007 году после чемпионата мира в Патрах. Она завершит свою карьеру и набирает обороты Женя Канаева. У меня 7-й год получился таким интересным, наверное, так. Я отбиралась тогда вместе с девочками на чемпионат Европы. Мы соревновались с Олей Капрановой. Там получилось так, что я выступала на Гран-при и Кубках мира, вместе с ними ездила. И у нас были равные, скажем так, показатели по выступлениям именно этого года, 7-го, что 2 старта она выиграла у меня, 2 старта я у нее. Но так как Оля уже была... Более опытная? Во-первых, опытная чемпионка мира, и, конечно, именитая гимнастка, то, конечно, Ренцана выбрала Олю. Вот. Но неожиданно Алина тогда травмировалась, и Ренцана решила мне дать шанс выступить, потому что она, в принципе, могла 2 выставить на чемпионате Европы, чтобы Вера и Оля делали по 4 вида. Но она мне дала 1 вид, ленточку, за что я очень благодарна. И выступала с упражнением с лентой. Первый раз мой чемпионат Европы. Так мне было необычно, потому что, обычно все проще, я выхожу, как-то, тренер там
Вера Ефремовна мне потерла уши, все, ну иди. А тут первый раз Иринсана выводит, как бы, там Евгения Борисовна, наш психолог, Вероника Борисовна меня там красила, наш хореограф. Вот. И все стоят, кто машет, кто там что-то делает. Я смотрю, думаю, что такое происходит. Ну, я бы с края быстро бы вышла. Да, как-то для меня это все было необычно, как-то непонятно. Ну, я начала улыбаться, Иринсан смотрит, такая, думает, что сумасшедшая выйдется. Вот. Ну, как-то так. Ну, слава богу, удачно выступила. И так получилось, что выиграла упражнение с ленточкой. Вот. То есть, вот видишь, первая медаль такая, наверное, взрослая. Да, на сеньорском уровне, да. Но вообще первый старт такой самый большой, это был у меня, ну, первее, чем чемпионат Европы. Это в 2006 году финал Кубка мира. Раньше проходили такие Кубки мира в течение 2 лет. Кубки мира, зарабатываешь очки. И в конце. И раз в 2 года проводился этот финал Кубка мира. И вот я за 1 год, за 2006, набрала в 2 видах очки и попала в 8 сильнейших гимнасток в упражнении с блавами и с лентой. Вот для меня это было, тоже это было первый раз в Японии. Вот. Ну, как бы так. Ну, выступила там достойно хорошо, но на тот момент мало меня кто знал, как по сеньоркам, и тогда еще надо было заработать имя. Зарабатывала имя, все по-настоящему, все по-взрослому. Да. Расскажи, может быть, у вас есть какие-то традиции с Верой Ефремовной? Вот ты говоришь, потерла ушки перед выходом. Ну, потому что все-таки спортсмены — это очень народ, у которого есть приметы определенные. Были ли у тебя приметы, и как-то связанные с мужской я Ефремовной? ни в приметы, ни в сглаз не верю. Я верю, ну, как бы, я считаю, что... Ну, это мое мнение. Не, ну, может быть, выйти с правой ноги на ковер. В это не верят как-то. Нет такой приметы, выйти с правой ноги на ковер? Ну, что-то пыталась, но никак не пошло. получалось. Я иногда путала ноги, поэтому это у меня не пошло. Вот. Ну, по-разному. Конечно, иногда столько, ну, выходить на площадку, всегда что-нибудь пытаешься придумать там как-то. Ну, какие-то вещи были личные, скажем, которые я не озвучиваю, да. Но, а так, в принципе, да, Вера Ефремовна всегда мне нажимала точки на ушках, вот. Иринсана периодически, все они дружно может меня... быть, что-то необычное, потому что... они дружно меня крестили. Да? Это очень мило было. Ну, просто мало же гимнасток, которых выводят на площадку Иринсана, и всем интересно, что же Иринсана необычного делает. Может быть, молодые тренеры сейчас послушают и своим гимнасткам тоже будут делать. Но мне кажется, у каждого тренера, ну вот она не зря говорит, ей как бы Бог, скажем, дает, да, какие-то вот именно в данный момент. Мне кажется, это интуиция какая-то, это ситуация какая-то. Это настолько все индивидуально, и мне кажется, Иринсана не знает, или Вера Ефремовна не знает, как она завтра будет, что она скажет на ушко ребенку перед выходом, там, скажем, за 24 часа она это никому не может озвучить и сказать, потому что это будет в данный момент под данную ситуацию, поэтому так. А Евгения Олеговна тренер, когда выводит гимнастку на ковер. Ты, кстати, смотришь? Очень тяжело. Ты, кстати, смотришь на свою гимнастку на площадке или нет? Да. Вера Ефремовна не смотрит на вас? Смотрит. Только она прям вот... Нет, она всегда смотрит, танцует, точно, поет, ловит. А Иринсана стоит как кремень такой, как стена за нами. Точно, я Вера Ефремовна зову, Вера Ефремовна делает упражнения. Да. Она прям такая же эмоциональная в тренировках. Она всегда делает так, когда встаешь на пируэт, она крути, и пока не закончишь, она говорит, это очень забавно, да. А ты за площадкой, ты как тренер Евгения Олеговна, как себя ведет? Ну, пытаюсь быть спокойной, потому что чем спокойнее тренер, наверное, тем спокойнее гимнастка. Но Вера Ефремовна, видишь, за тобой. Но Вера Ефремовна, у нее как-то вот непроизвольно это получается, вот. Потому что когда у меня гимнастки выступают, у меня после выступления всегда болит правый бок, потому что сейчас во всех есть в программах планше, и если они крутят планше, я зажимаю себе весь правый бок. Но бывает, что ногу сводит на тренировках, когда ты пытаешься стопы тяни, у тебя вот стопа аж сводит, да, бывает такое. А Евгения Олеговна эмоциональный тренер? Очень. Да? Очень. Кричишь? Бывает, но стараюсь все-таки по-доброму. Не, ну кричать тоже можно по-доброму. Нет, ну как,
Я себе пытаюсь сдерживать, потому что очень сложно, особенно когда ты как гимнастка все понимаешь, как это делать, и думаешь, господи, это проще простого. Ну, конечно, что здесь такого для делать? двукратной Раз олимпийской подходишь, чемпионки. делаешь, думаешь, да что ж такое-то? И, конечно, немножко как бы сдерживаю себя. Но учусь. Учишься. Учусь, да. 2 олимпийские медали, золотые. Ты, когда держишь их в руках, вот они разные? Да, разные. Почти. Абсолютно. Но я не то чтобы, да, у меня не было такой цели стоять, ну, как бы на пьедестале. У меня была детская, наверное, мечта, которую, да, там я записывала как ребенок, да, стать олимпийской чемпионкой. И то я есть это ты записывала, была эта тетрадка? Нет, это был дневничок. Была. Мы вели дневнички, писали всякие пожелания друг другу, там всякое Кстати, я такое. могу, мне кажется, поискать, у меня есть. Да, и От вот Жени. недавно мама, ну как бы не недавно, а уже когда она давала какие-то интервью вот после побед на Олимпиаде, она сказала, что она нашла тетрадочку, где было сложно, вот так и написано «стать олимпийской чемпионкой». Я этого не помню. Вот правда, вот если даже вот в голове вот так порыться прям, я этого не помню. Когда я начинала думать о победах, я всегда теряла. Я всегда проигрывала. Вот у меня, я не знаю, почему вот такое, и мне никогда не надо было знать, кто как выступает, у кого какие оценки. Я, когда в зале находилась и объявляли оценки, я старалась затыкать уши и делать так, чтобы не слышать. Вот, потому что я настолько пыталась настроиться именно на свою программу и сделать то, что я отрабатывала ежедневно, как бы я всегда, ну, как бы вот этим занималась больше, нисколько. А когда уже, конечно, выигрывала, да, конечно, мне это было приятно. И, конечно, я понимала, что это труд не только мой, а всей командой, и всеми, и врачами, потому что было очень тяжело. Мне и спина болела. Это как бы как у каждого спортсмена какие-то свои есть по здоровью проблемы. Слабые точки, которые, да. И врачи, и Дима Дунаев вот мне очень сильно помогал. И очень много как бы врачей и специалистов, которые со мной работали. Вот именно психологически первая медаль или вторая, давай сложнее. Но первая медаль, это такая медаль, все так говорят, неожиданно ворвалась. Ну вот ответственности, может быть, не было? Это не было, чтобы это было неожиданно. Я уже 2 года выступала по мастерам, и давалось не так легко, как казалось. И в эти 2 года я чуть не ушла в групповое упражнение, да, и как бы бывали такие вещи, что думаешь, что тебя уже тренер не верит, потому что там больше где-то внимания и на молодую, более перспективную. Где-то... Ревновала Вера Ефремовна? Давай не признание то, что... чистосердечное. Конечно, ревновала. Как любая гимнастка, как любой спортсмен-максималист, он хочет, чтобы внимание все было на нем. Это, мне кажется, любая гимнастка. Да, вот. Нет, конечно, где-то, ну, не так. Мне было, помню, обидно вот как раз перед первой Европой, когда мы приехали в Италию на турнир, и Саше надо было Ермаковой готовиться на спартакиаду, а у меня как бы стартов все, Европу девочки отобрались, все, там Вера, Оля, Алина. А как бы у меня все, только в сентябре начинаются какие-то соревнования. И она мне говорит, кушай пиццу, делай, что хочешь, отдыхай, не надо тренироваться, ну, чуть побросай все. Мне так обидно стало. Она там тренирует, наяривает Сашу. Я думаю, как это так? Я там давай прогоны делать. И Бог меня услышал. Через день я поехала на чемпионат, через 2 дня поехала на чемпионат Европы. Поэтому как-то так. Вторые Олимпийские игры было в планах, но все-таки ты же понимала, если ты выиграешь, ну, то про ты... первые еще. Про первые... Все началось, это, ну, во-первых, был очень сложный год и для Веры Ефремовны, потому что в этот год не стало ее мужа. И я помню, как ей было очень тяжело. Тогда, ну, Вера Ефремовна уехала тогда домой, это было где-то, ну, в апреле, да. И Ринсана меня готовила в Словению, вот как раз на этот гран-при, по-моему, был. Вот, и я помню, как бы Вера Ефремовна приехала через 10 дней, мы поехали в Словению. Я помню, как ей было очень сложно, и мне было на нее смотреть очень тяжело, и я пыталась всеми силами ее как-то радовать, потому что, ну, у нее был замечательный Николай Николаевич Тальбаумс, муж, отец Ильи Николаевны Ватарайс.
Замечательный человек, добрый до безумия просто. Я не знаю, как так обстоятельства сложились. Я начала выигрывать с того времени. Как-то так, да. Помогать начал. Да, я думаю, что что-то существует такое. Вот. И было сложно, потому что я видела, как тяжело тренеру Вере Николаевне Шаталиной было, у которой 2 девочки путевки заработали на чемпионате мира. Видела, как тяжело Вере было, очень тяжело, как Оле. Я это еще больше поняла, когда я прошла уже 4 года, потом, понимая, в 22 года, как это тяжело. Когда молодые Да. На тот момент я тоже понимала. Это было непросто смотреть, когда меня поставили на Европу, 2 только ставили перед Олимпиадой, когда Веру не поставили. Вера, потому что, ничем не хуже, я считала, девочка так же заслужила, как и я, выступать, но так сложились обстоятельства. И помню первую Олимпиаду, когда я вышла, первый выход, я уронила, у меня внутри все так кишило, я уже не понимала, что я делаю. Я помню, что я потеряла, и все, а дальше я не помню, как я доделала. Просто не помню. У меня внутри мама сидит, смотрит, и я не представляю, как ей сейчас плохо. Думаю, Вера, которая путевку заработала сюда, сидит, смотрит и думает, а я бы могла выступить, а она потеряла. Мне тоже было обидно, потому что на Верином месте могла оказаться я. Поэтому у меня были внутренние переживания. И это внутри это сидело. Не просто я попала, я пошла всех выиграю. Нет, такого не было. И после первого... правильная, Женя. Я неправильная, обычная. И после первого выхода прихожу с ковра, сажусь на стульчик, думаю, кошмар. И мне Фершин говорит, ничего, главное попасть в 10. И тут меня эта просто фраза убивает. Думаю, ужас, за сборную России мне сейчас тренер говорит, в 10 попасть. Когда это было? Внутри такое. Но она меня тогда успокаивала так, да. Помню, что я на трибуну закинула обруч перед выходом. Я начинала истерически все бросать, свет проверять. Выкинула мне обруч. Но там был такой маленький козыречек. И такие впечатления было 2 раза. Страшно делать. Было такое волнение. Это булавы. Почему? Почему-то и на первых, и на вторых. Не знаю, почему-то то ли боялась, что в свет попадет, как-то такие такие моральные булавы ощущения. У тебя всегда Да были нет, у меня очень... все виды как-то я спокойно относилась, да. Я каждый любил вид. Самое волнительное было это делать упражнения с булавами. Наверное, потому что их 2. Совсем было не страшно делать ленточку. У меня тогда эмоционально такое было, особенно последний вид в многоборье. И тогда мы встретились с Олей в раздевалке, когда она потеряла булавы. Я тогда еще не знала, она зашла вся бледная. Было прямо за А во время очень... Олимпийских игр, когда уже вы выступаете, вы, 2 подруги по команде, но при этом 2 конкурентки, вы друг друга вообще не видите, получается? Нет, конечно, мы все время видим друг друга, мы жили вместе. Не, я имею в виду, прям выступления ваши идут, вы же Но выступаете там потом, так получалось, 10 что человек. мы там ходили. Там вообще жеребьевка очень странная была. Там Да как-то уж, вот так вот. Я, например, начинала первая булава, предпоследняя ленточку делала. Да, там сложно. Да, они ротацию делали. И я помню, что когда я уходила с булав, я видела Филиппа Киркорова и Олега Газманова. А я понимала, что Оля... песни пели? Нет, они просто пришли поболеть, здорово, на Олимпиаде поболеть, все там. И когда я ушла, получается, с площадки, и Вера говорит, надо Оле сказать. Она же любит очень Филиппа Киркорова. Я говорю, она обрадуется, она для него, говорю, все сделает. Вера, не смей, Вера Николаевна тебя убьет, будешь отвлекать ее. Я помню, мимо прошла, еле сдержалась. А потом Вера говорит, надо было сказать, она бы не потеряла. И я была в раздевалке, и как раз Оля пришла с булав. И был такой эмоциональный
такой... Нехорошая атмосфера, ну, как напряженная атмосфера, наверное, была. Я не поняла, у меня такое ощущение, что я не на Олимпиаде нахожусь, и в тот момент я переживала очень за Олю, потому что она была настолько бледная, настолько я понимала, как это... Ну, это правда ужасно, когда ты готовишься к старту, к единственному вообще в жизни, и попадают всего 2 гимнастки от всей страны, я представляю, что она пережила. Это даже представить сложно, но это правда. Причем нелепая тоже такая. Это такие, но она это все делала, конечно, чисто всегда и собирала, и все готовились, и все это как-то было нормой, что она сделает благо. Вот. И зашла Вера Николаевна Шаталина тогда, и был такой момент, всплеск эмоций. Я тогда не сдержалась, убежала уже, заплакала и сказала, помню, Вере Ефремовне, пока Оля не сделает, я не буду работать. Ну, мне очень важно было слышать, что она сделала хорошо. Она как раз сделала первая или какая-то вторая ленточка. Все, пошли работать, все, Оля сделала, все хорошо. Я говорю, все, она там, выигрывает, все. Она такая, да, пошли. Ну, вот как-то, мне было за нее тогда больно очень, потому что, я до сих пор этот момент, я помню эту раздевалку, может, потому что тогда настолько было все тонко. И чувствовалось острее, да. Как бы вот эту Олимпиаду я помню как бы немножко, конечно, для меня это было все здорово, выиграла, никого не подвела, да, там, но это тоже ошибки могут с каждым случиться. Не потому что кто-то плохой, а вот так, это спорт, да. И я вот запомнила так ее, на таких эмоциях и радостных, и в то же время за подругу, да, по команде было, тяжело на это смотреть. А с Олей потом когда-то обсуждали этот момент? Нет, мы потом, вообще Оля большая молодец, потому что после этого она преодолела, она пошла на чемпионат мира и выиграла свою 10-ю, там, по-моему, не медаль, она шла специально, да, мы в МИА выступали, и она после этого пошла выступать, попала на чемпионат мира и выступила, это, дорогого стоит, потому что после таких проигрышей, очень многие люди, мне кажется, спортсмены, ломаются, да. Вот, поэтому она большая молодец. На вторую Олимпиаду я сразу знала, я поставила себе цель пройти полностью 4 года по сеньоркам, чтобы попасть на Олимпиаду. Для меня это была принципиальная... То есть на первых Олимпийских играх уже поставила себе цель? Нет, не до первых. Не, я говорю, на первых поставила себе цель после. Настолько... Вера Ефремовна так предала. Один раз мы... Вере Ефремовне так понравилось выигрывать Олимпиаду, мы решили повторить. Нет. Вера Ефремовна, она тоже очень спокойна. За Иру намного больше переживала. Намного больше. Я помню по ней даже по реакции, я видела, что она больше за Иру переживала. Ах, ты ревнивица, а? Нет, я не ревнивица. Я просто, Ира, это правда бриллиант. Таких талантливых гимнасток, правда, 1 на миллион с такой пластикой. Наши зрители сейчас скажут, нет, хватит, хватит. Значит, будет скоро Ира чаще на вас передачи. Здорово. Вот. Просто, мне кажется, она была как-то со мной более спокойной. Я не знаю, с чем это связано, наверное, с опытом. Я думаю, что она это уже проходила с Ирой, поэтому она как-то поспокойнее прошла. Все эмоции у нее, наверное, и самые яркие первые Олимпиады ее с Ирой, наверное, где-то, мне кажется, ассоциируются. Вот. Мы как-то ругались, расскажу секрет. Я каждый год после Олимпийских игр заканчивала. Когда была постановка... Так может сказать только Евгения Канаева, что она каждый год после Олимпийских игр, то есть они были... Нет, имею в виду каждый год. Каждый год после первых Олимпийских игр я все время заканчивала. Это была постановка, и у меня что-то не шло, нервы. Наверное, в этот момент уже стала такой гимнасткой, которая привыкла работать на площадке одной, да? Мне уже позволялось много. Уже олимпийская чемпионка, ты в Новогорск ходила. Нет, я пыталась так себя не вести, потому что знала, если я только корону одену, это все быстренько уплывет от меня. Вот. Про этот период ты в начале программы говорил. Про новые программы, да. Это был тяжелый период, и я понимала для себя, что нужно постоянно каждый год чем-то удивлять. И каждый год надо было идти на какие-то интересные, сложные вещи. Не будешь рисковать, не будешь интересен зрителям, тем же судьям. Вот. И помню, когда я первый раз намекнула, что мне надо заканчивать, все, я больше не могу, я была очень эмоциональна. Вера Ефремовна говорит,
случайно попала на Олимпийские игры, выиграла, и все, теперь делать ничего не хочешь. Был такой момент. Меня это так разозлило, случайно попала. Ну, как бы она знала, что мне сказать. Вот, и каждый год, да. В Верфре мне было сложно в тот момент, когда у меня был такой тоже в 2010 году, когда я в каком-то виде не попала в финал. Да, уронила ленту в квалификацию. Вот как раз Даша Дмитриева тогда выиграла упражнение с ленточкой. И для Веры Фремны это было сложно, потому что, мне кажется, она настолько уже привыкла выигрывать, да, и настолько... Но это тяжело держать эту планку, как тренеру, как гимнастке, это большое-большое давление. Тем более, когда идет молодежь, а молодежь в России идет... Постоянно, да. И как-то это, ну, правда, было сложно. Я помню, вот тогда я видела прям ее нервы голые. Да, ей было очень сложно, но, слава богу, потом вот в многоборье все удалось. Но было ей тогда, я помню, такой момент, ей было очень тяжело. Я была хулиганка, нет, тоже не. Да ладно? Я помню, когда... То есть ты прям ножкой топала? Нет, я себя наказывала. Если у меня не получался элемент, я вот так вот... Ты себя наказывала? Да, я падала и специально себе что-нибудь вот ударить хотела. Я очень на себя злилась. Псих такой был. Вот я не представляю, что Вера Фремна, как она это выдержала, потому что, ну, правда, гимнастка ненормальная, берет и просто берет, вот плашмя падает. Ну, это может в любой момент просто еще одно падение и травма, и все. А тут просто человек со мной 24 часа в сутки, и тут она просто ненормальная падает. Это просто ужас. Ну, они с Ренсаной потом пресекли немножко мне этот момент. Тоже как бы со мной разговаривали по этому поводу. Потом где-то я додумалась этого уже не делать. Нет, бывало, злилась. Почему вы меня никогда не хвалите? Он говорит, ну как я тебя буду хвалить? Ну, тебе же надо все время критиковать, чтобы ты была лучше, стремилась как лучше, чтобы к моей похвале стремилась. Ну, как-то вот она вот как-то так все время объясняла, так спокойненько. А при этом говорит, давай еще один чистенький прогончик. Ну, вот там вот уголочек был. Да. Там выход из поворота, да, наверное, было не то. Давай еще разочек. Или там, давай еще раз. Да. Или там на ОФП тоже у нее где-то 10 заданий были последними. Ну вот это, идея пришла, девочки подняли ножки туда, сделали. Еще одна идея пришла. Ну вот это точно последняя. И так нежно и ласково. Не, конечно, бывало и построже, но как бы больше такое. И уже, можно сказать, немножко избалованная Евгения Канаева. Вот как сложно ты переживала тот момент, что все-таки молодежь? Ты вот, я не переживала по этому поводу. У меня нет, я видела прекрасно, я видела плюсы каждой гимнастки. Даша Кондакова, бешеная скорость, энергия, повороты. Тебя подзадоривала, так сказать? Мне не все нравились, и мне всегда казалось, что я хуже других. Это мы уже запомнили. Да. Но как-то нет, не потому... Ну, просто, правда, мне казалось, что, ну, вот лучше. Мне очень нравилось смотреть на них, на тренировках особенно, вот. Жень, по твоему мнению, были гимнастки в мире хуже тебя? Хватит издеваться. Нет, ну, я говорю свои ощущения. Ну ладно, я знаю, ты всегда такая была, копошилась в себя, крутила 4 поворота. Не, ну бывало, мне нравилось. Я, например, в упражнении, когда вот на каком-то, помню, гран-при, в остановку там скрутила повороты. У меня мурашки пошли, потому что я попала в музыку, и прям вот ощущение тела я почувствовала, остановилась. Я получила от этого удовольствие. Ну, как бы я старалась не то, что... пару раз ты довольна была собой? Нет, я довольна была эмоционально, например, я получала удовольствие. Например, вот после 20 я особенно почувствовала, как это получать, и я сама себя заставляла уже работать. И иногда говорила, Верфем, надо еще сделать. И Ренсана подходила, хватит уже, хватит. Ну, чтобы тоже и здоровья, и всего хватило. Она меня вот особенно перед второй Олимпиадой, она меня останавливала. Она подходила, она, все, хватит, я говорю, еще, пойдемте сделаем. Ну, потому что я понимала, что это мой последний сбор, и понимала, что я иду, ну, как бы осознанно к этому, и я получала огромное удовольствие. Ты так сейчас похожа на слова Али Гараевой из интервью. Он говорит, я получила удовольствие между 2 Олимпиадами. Больше я от гимнастики удовольствия сильно не получала. Вот тогда, когда... Ну, Аля, это вообще девочка очень интересная, очень талантливая, которая Она говорит, а потом, вот, когда она уже стала взрослой гимнасткой, когда она сама себя, можно сказать,
уже заставляла? Ну, Аля — это самая интересная гимнастка у нас. Я говорю, Аль, Она всех испытала тренеров на прочность. она говорит, ну после меня тренеры депортировали из России. Не только Она Дмитрий, была, наверное. да, она просто была огонь. На вторых Олимпийских играх ты понимала, что ты творишь историю или нет? Ты сейчас понимаешь, что ты сотворила историю, что 2 олимпийских золота в индивидуальной программе – это почти нереально повторить по новым правилам? Да по любым правилам это сложно сделать. Нет, сложно это, да. Ну, то есть ты это сделала, ты живая, ты настоящая. И Нет, я у тебя рада, не было что я допинга. выступала в разную эру правил. Как бы я, наверное, этим горжусь, что у меня получилось выступать и Когда там, было скажем, 16, да? Да, 16 или 20 или 30, да, когда мы делали с поворота затяжки, сразу прыжок, ЖД касаясь наклона, или 3 элемента на одной затяжку ноге. туда. Это, ну, как бы, правда, сложно, и, наверное, как бы, я получила удовольствие, что я вот каждое 4-летие, ну, выступила, скажем, по этим правилам. Не то, что я думала, что я творю историю, но азарт у меня был какой-то, что, да, такой внутренний. А не было ли страшно, что до тебя этого никто не делал? Только Алина Кабаева выступала на 2 Олимпийских играх, и то у нее есть 1 золото и 1 бронза. Не задумываешь, что ты, возможно, ты сейчас, ну, грубо сказать, Ну, переплюнула? наверное, внутри я уже понимала, если я сделаю свой максимум, то у меня есть шанс выиграть. Как бы Поставят, например, есть возможность. Да, как бы это, ну, реально, я это понимала и по Кубкам мира, по Гран-при, да, Всё и зависело пройдя уже, да, от тебя. от меня, да. Ну, плюс мне как бы был такой период, когда я в 2011 году, у меня, скажем, такое позднее физическое развитие было, у меня пошел вес в 21 год. У всех в 16, у меня в 21. Вот. Все запоздало. Вовремя? Да, вовремя. И как раз перед второй Олимпиадой, когда ты идешь уже столько лет, да, это очень вовремя. И вот близкая моя подруга, самая близкая, Динара Гиматова, и вот Юля Царева, тоже вот подружка, которые меня позвали в ресторан и сказали: ты жирная. Если ты хочешь на 2-ю Олимпиаду, ты должна похудеть. Говорит, мы тебе ничего не закажем. Вот такие добрые подружки. Это идеальные подруги. Да, и как бы я этот момент тоже запомнила, потому что, ну, мне было тогда стыдно. И правда, это ж... А этот какой-то момент такой, кажется, ну, вроде, ну, чуть-чуть набрала. И вроде, когда ты смотришь так, ну, вроде ничего. А потом, когда ты пересматриваешь видео и думаешь, боже мой, как можно было выйти в таком виде, вот, ну, какой-то вот, ну, это... Блин, как какие бы крутые подруги, потому что вот мне таких даже в мое студенчество не хватало. Я сейчас свои фотки студенчества пересматриваю, я думаю, блин, почему у меня были 4, ну, мои подруги не сказали, что я такая жирная в институте? Почему вот эти щеканы, вот эти, никто мне не сказал: Азиз, хватит есть. А у тебя вот... Нет, ну, блин, правда, им огромное Динар, спасибо, молодец. и вот я тогда, помню, ну, цель уже поставила, и похудела там на 7 килограмм, получается. Ничего не ела? Я в последний год, правда, очень плохо питалась, как плохо. Я ела очень мало. Потому что не Очень-очень было мало. вариантов, наверное. Но не было, потому что я, наверное, где-то испортила себе режим питания. Вот, и пришлось как бы... Ну, я ела там 2 ложки творога утром, там на обед там вот такую курочку, там огурчиком заедала, вечером уже ничего не ела. И как бы тоже, когда был последний сбор, я поставила себе цель каждый день, даже в выходной, по 200, по 100 грамм убирать. И вот так за 2 недели как раз пришла, ну, в таком же весе, как и на 1-й Олимпиаде я была. Ну, получается, там 49,8, а там 50, ну, ровно. Вот так вот. Ну, как-то вот такие цели. Но я видела же со стороны, что молодые, красивые, Саша Меркулова, тогда молоденькая еще, ну, она была такая вот девочка-девочка прям, которой было там Ну, лет тонкая, 17-16. молоденькая. Да, молоденькая. Я понимала, что я рядом с ней буду выступать. И, конечно, если открыть глаза и посмотреть, да, намного будет приятнее на молоденькую, худенькую, азартную посмотреть. Женщина рядом. Да, и девушка такая, вот. И никто не будет спрашивать, что у тебя там переходный возраст или позднее развитие, или еще что-то. Это никого не интересует. Все хотят видеть красивую картинку. Вот, и как-то к этому пришла. И на вторых Олимпийских играх расскажи, вот почему опять были страшно делать булавы? Нет, первый выход, мне было совершенно не страшно выступать, и меня это сильно заволновало. Потому что я подумала, неужели мне все равно? Ну, как-то вот, ну, И обычно волнение, значит, не все равно, да, тут. А тут меня просто вот прям вот
думаю, ну как так? И Вера Ефремовна замучила. Вера Ефремовна, почему мне не страшно? Ну, Олимпиада же, вот мы шли столько. Пока я об этом думала, я вышла и потеряла 2 раза. Как и в первых Олимпийских играх своих, на участие первый выход я уронила. На что Вера Ефремовна так расстроилась. Потом она мне, правда, сказала, я подумала, ну и слава богу, как на первой Олимпиаде, хороший все нормально, знак, значит, все хороший повторяю. знак. Да. Ну тогда она, конечно, она максималист, ей это не понравилось, что я так выступила, но она мне потом как бы так внутренне рассказывала. Я помню, что где-то я пыталась ее успокоить, потому что столько лет она со мной сидит, а я выхожу и роняю, да. На ерунде. И я говорю, Вера Ефремовна, зато классный сбор был. Ну, вот этот вот подготовительный, я говорю, мне он так понравился, здорово же было, я же душка была. Ну, такие моменты. Вообще нам есть что вспомнить вместе. Да, как бы такие моменты. А потом уже пошло все уже спокойнее. Так. Ты уже опытная гимнастка. Но я знала, что у меня на этих соревнованиях будет последний мой выход в моей карьере. Вера Ефремовна этого не знала, я это знала. И Ринсан об этом не знала. Я внутренне хотела уйти красиво из этого вида спорта. А как вот самый последний выход? Там не помнишь вот по ощущениям именно вот последний вид, который ты делала? Я помню последнюю позу ручкой. Я вот так остановилась и рукой помахала. Это я помню очень хорошо. С мурашками вспоминаешь? Не могу сказать, что с мурашками, ну, с хорошими воспоминаниями. И иногда кажется, как будто это в другой жизни было, потому что столько эмоций было. Постоянно старты, постоянно режим, постоянно Курс, я знала, курсик. куда ехать, когда вставать, как бы всегда мне режим строили. То, конечно, когда я закончила, было очень морально тяжело, потому что я привыкла к определенной дисциплине, что кто-то меня контролирует. Да, может быть, не так сильно, да, как в последнем меня там уже не так сильно контролировали, я сама больше уже держала, но все равно была такая цель, к которой ты идешь. Когда ты заканчиваешь, это такой, ну, сложный период. Ну, такая из эйфории в такую немножко пустоту. Ну вот Женя Канаева помахала на Олимпиаде ручкой. А Женя Канаева... На что мне Вера Ефремовна говорит? Жень, она мне сказала, потому что я начала придумывать новый элемент на Олимпийских играх. Ну, на подготовке. Я говорю, смотрите, Вера Ефремовна, новая М-ка или что там было какое-то. Я говорю, прикольное же. Вера Ефремовна говорит, да, новое упражнение вставим. Я так на нее смотрю, вы что? Ну, промолчала. Потом я села, он говорит, Жень, ну ты только начала так получать удовольствие, ой, так интересно, ну как бы ты сама вот такая какая-то вот, видно, что ты не хочешь заканчивать. Он говорит, я думаю, тебе еще надо повыступать. Ну я тогда промолчала, и, ну как не стала ее уже. Ну, Вере Ефремовне было тяжело, потому что мы друг к другу, ну и мне было где-то тяжело, конечно же, потому что мы привыкли очень друг к другу. Вот. Ну, как дочка родная, да, постоянно покушать, говорю, что-то привезти, даже что в какой-то момент ты о ней ну, уже очень начала заботиться близки. сейчас. Да. Ну, я ее очень люблю. Ну вот ты тогда помахала ручкой. Женя Канаева для художественной гимнастики сделала все, или еще вот Женя Канаева как тренер начинает свою главную? Не, конечно, у меня есть определенные мечты. Я думаю, что мне просто повезло с людьми, которые меня окружали. Без этих людей, ну, у меня бы ничего не получилось в моем виде спорта любимом. И сейчас мне также везет, что я тренирую в сборной России, тренирую рядом со своим тренером, тренирую с главным тренером Ринсан Винер. Наверное, это те люди, без которых я бы не чувствовала себя полноценной, скажем так. А теперь блиц. Гимнастика – это одним словом. Это моя любовь. Если оставить один предмет, то какой? Не скажу. Все нужны. Нет, правда. Ну, ленточка. Отлично. Нельзя ни в коем случае этого делать. Если дочка будет заниматься гимнастикой? Если она этого захочет, то да. Но не у меня, наверное. Почему тебя нет в Инстаграме? Я не фотогенична. Иду фотографировать. А фраза от Ирины Александровны, которую вспоминаешь первой? Такая пауза. С Богом. Да, от Веры Ефремовны. Не знаю, у нее
Не всегда, не разные. Ну, какая-нибудь крутая. Или несколько. Выходи, как на первенстве грядки. Мне кажется, вам книгу надо создать. Жень, и, конечно же, пожелания гимнасткам, тренерам и родителям, потому что очень много родителей, гимнасток нас смотрят. Прежде всего, любви к своему любимому делу, терпения, потому что это очень-очень сложно. Достигать своих целей это непросто. А родителям надо поддерживать своих детей и своих педагогов. Жень, огромное спасибо тебе, что нашла время поговорить с нами о гимнастике. Нам очень приятно, что у нас в гостях была единственная в мире двукратная олимпийская чемпионка. Это правда дорогого стоит, и я все-таки надеюсь, что Женя Канаева скажет фразу, что Женя классная гимнастка. Ну скажи. Спасибо вам большое, что вы меня пригласили. Я вас всех люблю.